Красота. В лучах заходящего солнца. В этом году просто вау. Красавчик. На своем уже месте, уже потеплело. Вот здесь провел всю зиму на балконе, вот тут на подвесе, на веревках. Красавчик. Да? Супер. Вот он. В полной красе. Сейчас прохладно, подольше держит цветочки. Тык-тык-тык-тык. Нету больше цветоносиков. Больше не будет. Но потом может летом тоже процвести. У него так бывает у фармери. Там раз и какую-то даст почечку цветочную и даст цветочек. Привет всем! Помните, я вам рассказывала, что в одном из видео, что я там средства прикупила от всяких засолов в грунте и на корнях. В общем, оно приехало. Вот я с новой почты забрала. Сейчас буду распаковывать. И они мне прислали пипеточку в подарок. Вот такую вот. Пипетка Пастера или Пастера, наверное, дозатор для редких добрив. Такой вот подарили пипеточку. У подарунок. Так, вот это средство. Я что-то читала. Но я поняла, что если вот и в горшках, в закрытых системах, если постоянное применение вот даже в гидропонике удобрений, все же это на грунте остается, на корнях, в общем-то, я взяла пол-литра. Читала отзывы, не знаю, кто что пишет. Кто-то пишет, что ерунда. Тут прям можете сделать скриншот. А, вы увидите, что Flora Growing в Украине изготовлена. Наш продукт. Добавка для гидропоники та інших субстратов. Видите, вот. И вот тут все описывается. Написано, что не вредит он растениям. Мы попробуем на закрытых системах. Там немного. Вот видите, 2 мл на 1 литр воды для, короче, для какой-то растения. В общем, 2 мл. 2 мл. Пипеточку нам дали. Тут на пипеточке есть отметочка. Вот сколько здесь. Я плохо вижу. 1, 1,5, да, 2. И, в общем, пипеточкой отмерять. Закрыто все. А срок годности. Смотрите. Оно изготовлено 1 апреля. Тортик свеженький. Изготовлен 1 апреля. Ну, главное, чтобы это не была шляпа. Правильно? Будем надеяться, что это нормальное, достойное средство. Я, знаете, на ком испытаю? У меня там есть пенек от Джулии. Не то, что его не жалко. У него там закрытая система, и горшок уже весь покрылся вот этими высолами. Сейчас почему не хочу испытывать, прямо вот сейчас. Ну, руки чешутся. Бо все полито, девочки. Это надо при следующем поливе. А у меня все влажное. В квартире влажно. Да, Лимош? Даже Лимоша не желает купаться. Купаться не желает. И поэтому прохладно. Прохладно, у меня 19 градусов, 52% влажности. Все пополивало на днях, поэтому вот так. Все полито. Ой, так любуюсь этой красотой вообще. Не хочется, чтобы отцветали, но постепенно уже снимаю цветочки, то там, то сям. Видите, вот цветоносы уже начинают желтеть. Ну, кто-то сразу срезает, а я вечно дожидаюсь этих желтых палок. Но не всегда. Бывает, что и отрезаю, и не дожидаюсь. Уже перестала ароматить парфюмерная фабрика Дорион. Уже я ее не слышу до следующего года. И вот это моя
Букетная история. Они тут вдвоем такие красивые, красивые. Классные. В общем, девочки, будем пробовать. Посмотрим, что это такое. Потому что у нас очень частая проблема. Вот эти засолы, высолы на грунте, на корнях. А вроде как это должно нам помочь. Да? Что пишут? Читаем. Эффективний засіб для очищення субстратів ґрунту, систем гідропоники і самих рослин від накопичених солей. Так, ну вы пока не покупайте. Я попробую. Мы с вами посмотрим. Не бегите покупать. Ну, вы просто можете в интернете набрать название, и оно вам выдаст. Надежный сайт. Все, связались, написали, все, прислали. Тут их реклама разных средств. Напишите, кстати, ваши отзывы. Может, кто тоже пробовал. Напишите, шляпа это или не шляпа. Обнимашки. Ребята, доброе утро. На следующий день после того, как я получила это средство, я вспомнила, что у меня вот такая шванда есть. И я не могу ее вытянуть, потому что и помыть вот это вот все хозяйство засоленное. Потому что она приросла корнями здоровски к этой бутылке. Я вот думаю попробовать это средство. Сейчас залью воды. На литр 2 миллилитра. Это вода обычная, ну, фильтрованная из-под крана. Здесь так и есть где-то литр воды, может чуть меньше. И добавлю 2 миллилитра. Поболтыхаем. Посмотрим, что из этого выйдет. Но я не разбавляла заранее, надо было туда добавить. Ну ладно. Сейчас мы сделаем. Еле открыл муж. Ну, муж открыл, я не могла открыть. Ой, а что здесь такое? А что здесь такое? Сейчас спрошу у мужа. Написано поднять и потянуть. Так, где тут 2 миллилитра? Господи, что так плохо видно? Сейчас разберусь. Это вот здесь аж. Пол-миллилитра, миллилитр, 1,5-2. Ну, вот так, почти 2. Но тут и воды ж меньше. Знаете, запах такой у нее, у этой жидкости, такой себе. Ну, не омывач, конечно. Ну, химический, я бы сказала. Мне так кажется сейчас. Ну, такой. Не резкий. Единственное, что я не посмотрела, как долго оставлять, чтобы стояло. Взболтыхнем, девочки. Надеюсь, что вот эти корешки, которые все живые и растущие, на них это никак не повлияет. Посмотрим. Короче, у нас первая ванна под экспериментом. Открытая система. Промываем вазочку. Ну, посмотрим, интересно, да? Дай бог, чтобы растению ничего не было. Чтобы у нас все было, и нам за это ничего не было. А, сколько мы должны подержать? Там не написано. Так. Для молодых рослин. Так. Ну, я pH не померила. А как долго его держать? Что-то я не поняла. 36 месяцев гарантийный срок. Детям не давать. От 0 до 35 градусов работает. В солнечную и дождливую погоду этот знак, что-то я не знаю. Так.
додати 2-3 мл на 1 літр розчину і залити на 24 години. Ні, это что не то. Ну, это для гидропоники так действует. Нам же должно по-другому подействовать. В общем, пускай постоит. Пускай постоит. Здесь у меня не холодно. Мне кажется, что водичка стала такая... Мне кажется, что стала на стенках... Мне так кажется, что проясняется. Нет? Девочки, смотрите. Не проясняется прям сразу же. Ну, посмотрим. Посмотрим. Короче, пускай постоит пару часиков. Через часик придем. Так, друзья мои, прошло 3 часа с момента того, как я залила этот прекрасный, корневой ком. Но я не могу понять. Мне все же кажется, что улучшения наступили, но незначительные. Может, мне просто кажется. Ну, гляньте. Мне кажется, было больше ила. Может, надо дольше держать, может, надо сделать больше концентрацию, но я переживаю за растущие кончики. Вот эти вот корни, мне кажется, даже посветлели слегка. Вот, смотрите. Они были более ржавые такие, солями обожженные, так мне кажется. Видите, и тут начали проявляться места на стенках сосуда, через которые лучше видно корневой ком. В общем, в принципе, однозначно я не могу сказать, что прям вот не работает, но и сказать, что прям так работает, что вау, тоже не могу сказать. Но видите, для гидропоники нужно при смене удобрений добавлять что-то 24 часа держать. Но ванну я не держу 24 часа в воде, поэтому... В общем, мы с вами вернемся. Я сейчас солью, вот 3 часа прошло, я солью эту водичку. И мы с вами будем теперь наблюдать, как на корешки повлияла вот на растущие эта добавка. Надеюсь, какой-то... Я еще так поболтухаю и солью. Надеюсь, что ничего страшного не приключится. Ну вот не плавает ничего, знаете, вот когда перекись добавляешь, там прям хлопья этой зелени плавают. Здесь ничего не плавает. Ну, посмотрим. Такой вот небольшой эксперимент. Так, друзья мои, прошла неделя после наших испытаний. Вы помните, как выглядела наша ванна. В принципе, ничего не поменялось. Но после этого она еще несколько раз поливалась за неделю водичкой. Ну, корни как были растущие, так и есть. Но немножко, мне кажется, они, кончики уже не так активны, как были. Связать это с этим средством или нет, я не знаю. Возможно, это просто и не связано. Не связанные вещи. Ну, какие-то в росте, какие-то заканчивают свой рост. Ну, менее активные стали. Видите, вот здесь, например, был более активный кончик. Ну вот он вот так себя ведет сейчас. Что сказать про вот эту вот илистую на стенках этот осадок? Он как бы в принципе по мгновению волшебной палочки никуда не делся, видите? Тут даже больше, мне кажется, перекись больше поможет. Так мне кажется. В общем, вижу, что уже надо ее поливать. Хотя, в принципе, она до утра еще достоит. Не хочу ее на ночь замачивать. Хотя многие ванны замачивают прям на всю ночь. И ничего. Потом утром выливают. И дня 3 не мучат их. Ну, в общем-то, зелень особо ничего у нас не убралось. Может быть, растворились соли, которые были на корнях. Хотелось бы верить.
Девочки, не могу, еще раз повторюсь, не могу ее отсюда убрать, потому что она к пластику приросла. В стекле это делается проще, она убирается. К стеклу так не пристают ризоидами, не прирастают корни, как к пластику. Начни ее обминать. Не хочется мне этого делать. В общем, корневой рост есть. На внешнем состоянии, на внешнем виде ванды ничего не поменялось. Больше я не испытывала ни на каких растениях. Подопытным была вот эта ванда. Ничего, продолжает расти. Все нормально. Загорела на солнышке, хотя уже и притеняю. Но она, видите, загорает. Может быть, попробую в следующий раз это средство. Посмотрю. Но сейчас мне хочется все-таки ее перекисью пролить, пошуршать, пошипеть. И вода с перекисью, мне кажется, она лучше справится вот с этими всеми зелеными водорослями. Ну, а видите, вон есть активные кончики, все так же продолжает расти. У нее сейчас прям такой вегетационный период, она и листья растит, и корни. В общем, однозначно не могу сказать, плохо или хорошо. Не могу. Может быть, надо несколько раз произвести испытание. Это надо, конечно, мерить жесткость, да, воды, например, если в которой ты добавляешь это средство, я так понимаю. В общем, мнение мое неоднозначное. Думать с вами, что мы все-таки корни растения очистили. Видите, вот тут очищение субстрата, грунта, систем гидропоники и самих рослин, ведь накопиченных солей. Будем считать, что мы с вами сделали доброе дело, купили средства и очистили корни от накопиченных солей. Ну, будем так думать. Но, в принципе, с растением все хорошо, и это уже хорошо.